Приветствую вас на канале Гаражный Бездельник. Поговорим сегодня об отоплении гаража электричеством. Отложим пока в сторону обсуждения отопления дровяными печками, печками на отработке, но только пока. Потом к этому вернемся. Итак, электрообогрев. Кто-то использует масляные обогреватели, тепловентиляторы, инфракрасные излучатели и так далее. Особым шиком считается водяной электрокотел, заводской или самодельный, а от него уже радиаторное водяное отопление или теплый пол с жидким теплоносителем. Когда я выбирал для себя, мне все эти способы не понравились. Некоторые в плане пожарной безопасности, некоторые слишком технологически сложные, например, жидкостные электрокотлы, да еще и место занимает все это в гараже, которого всегда не хватает для работы. И выбрал я для себя электрический теплый пол, нагревающий кабель. Вот такой гараж со смотровой ямой и плиткой вокруг смотровой ямы. Именно под плитку я планировал сделать теплый пол, нагревающий кабель. Ну, получилось не ровно под плитку, а чуть побольше. Здесь у меня канализационная станция. Ссылочку о ней на видео я сделаю сейчас в верхнем правом углу. Вот такое вот рабочее место. Это фотоотчет о строительстве, как я это делал. Сначала на песчаную подушку положил 50 мм пеноплекс фундамент, чтобы тепло из бетона не уходило в землю. Сверху бетонная стяжка 40 мм, армировал его металлической сеткой для прочности. Сохранил упаковки от кабеля. Теплый пол с пожизненной гарантией. Площадь обогрева 12,5-15 метров. Был еще вариант, в специализированном магазине мне предложили китайский, в 2 раза дешевле и гарантия 10 лет. Я подумал и выбрал все-таки вот этот. Термореле. Вот такое вот у меня. 350 с Wi-Fi связью. Все инструкции прилагаются. Все можно почитать и собрать самому. Вот так кабель выглядел в коробке, а вот так он выглядел смонтированный на черновой бетонной стяжке. А это смонтирован датчик температуры пола. Сверху еще бетон 40 мм. Итого 8 см стяжка. Вот такой я собрал электрощиток. Здесь у меня сверху идет ввод в гараж. Стоит автомат на 16 ампер на пол. Больше не надо, иначе будет не защищена сеть, потому что мощность теплого пола всего 2,25 киловатта. Дальше идет кабель к теплому полу вот здесь, в эту коробочку. Вот здесь это стоит терморегулятор. Здесь у меня роутер с Wi-Fi связью, 4G модем, GSM связь. Этот регулятор законнектился с интернетом, и я могу с телефона им управлять. Стоит приложение. Сейчас покажу, какое приложение. И все управляется дистанционно из дома. Приложуха на Play Market. Проводим эксперимент. Утро, 6:15. Температура на улице минус 11. Запускаем приложение. Был включен режим антизамерзания. Температура пола плюс 6. Температура воздуха в гараже плюс 6. Суточное потребление электричества 0,8 кВт-часа. Ограничение включения пола по температуре воздуха плюс 5 градусов. В плюс 4 включится, в плюс 6 выключится. Максимальная температура пола 12 градусов. Это с запасом на морозы.
Меняем ограничение по воздуху на 25, переходим на ручной режим и добавляем температуру до 30. По злой иронии так получилось, что в самом холодном месте бокса у меня располагается мойка для колес. Кстати, видео о мойке колес для шиномонтажа я сейчас размещу в правом верхнем углу. Так вот, в самое холодное место я поставил градусник для контроля, чтобы мойка у меня, вода в мойке не замерзла. Посмотрим, сколько градусов в самом холодном месте гаража. Ну, примерно 5,5. Самые лютые морозы, когда было в боксе 5 градусов, здесь было плюс 2. Вопрос в том, что датчик меряет температуру воздуха вот на высоте 1 метр. И это существенная разница. Тем более там теплый угол, а здесь самый холодный угол. Эксперимент у нас получится довольно полноценный, потому что привезли работы. Пришлось ворота открывать, чтобы закатить вот эти колеса. Колесики будем ремонтировать. Надо будет нагреть колеса. Тепло выпускали, открывая ворота. Ссылку на ремонт этих колес я оставлю в описании к ролику. Посмотрите, если кого заинтересует. Ну, по расходу электричества сейчас нам добавит. Еще работа приехала. Еще добавить расход электричества на поддержание тепла. Это картинка системы видеонаблюдения, которая через этот же роутер по Wi-Fi транслирует все на телефон и пишет в память. То есть управлять теплым полом и видео я могу в любое время и с любой точки мира. Плюс компьютер с интернетом в гараже. Какие преимущества теплого пола? Абсолютно не занимает места, не мешается под ногами или где-то еще. Для меня это очень важно. Энергоэффективность меня радует. Всего 2,25 киловатта и вполне хватает для моих целей. Даже представим нереальную ситуацию, что он не отключится 24 часа в сутки. Съест он электричество меньше 300 рублей. Если вам помещение приносит прибыль, то это приемлемые суммы. Тем более, что мы рассмотрели нереальную ситуацию, потому что он нагреет заданную температуру и выключится, а потом будет периодически включаться для поддержания температуры. О реальном расходе расскажу позже в ходе эксперимента. Хорошая пожаробезопасность. Для гаражей, мастерских это очень актуальный вопрос. Нагревательный элемент замурован в бетон. Надежность. Большой заявленный срок службы и ремонтопригодность. Даже если кабель повредится, то можно найти обрыв с помощью прибора, у электриков есть такие, и восстановить. В продаже есть специальные ремкомплекты. Но по отзывам такое случается только при повреждении пола, трещины из-за некачественного строительства. И использую я эту систему в основном на минималках. Термодатчик пола расположен так, что его можно менять, и цена его вполне адекватная. Немаловажен еще тепловой комфорт. Тепло не там, где вентилятор дует, а по всей площади равномерно. Нагретый бетон пышет теплом. И можно работать, образно говоря, в тапочках, а не в валенках, как это было бы при других видах нагрева. Каковы мои ошибки, что бы я изменил? Во-первых, надо было сделать кабель под мойкой колес. Во-вторых, мощность надо было брать больше. В этой линейке кабелей был еще 2,7 киловатта. Надо было его брать. Больше энергии он бы не сожрал, просто быстрее достигал бы заданных температур и раньше выключался. Дело в том, что я изначально рассматривал этот обогрев только как режим антизамерзания. И поэтому выбрал кабель с расчетом 12-15 квадратных метров. А у меня 33 квадратных метра гараж. А так у меня есть печка на дровах и масле отработки. Ссылка на видео об этом сейчас будет в верхнем правом углу и в описании к видео. Когда работы мало, можно и печь истопить, а когда много и электричества не жалко, не отвлекаюсь на печку.
Управлять можно как с этого экрана, так и со смартфона. Со смартфона гораздо удобнее, поэтому даже находясь в гараже, мне проще открыть приложение в смартфоне и что-то подрегулировать, если нужно. Сейчас стоит 30 градусов максимальная температура пола. Вот эта фишечка обозначает, что сейчас в данный момент пол нагревается. Температура пола 12 градусов. Температура воздуха 10 градусов в боксе. Угол промерзает. Стена промерзает. Поэтому, чтобы защитить ящики, я придумал вот такую хитрость. Отодвинул их от стены на 2 сантиметра. Теперь ящики не промерзают, и конденсата, и иния там не будет. Хороший плюс этой системы в том, что она практически не занимает места. Вот это теплореле в этом электрическом боксе, это все, что она занимает место. Дальше пошел кабель в пол. Все, больше ничего. Время 10:30. Прошло чуть больше 4 часов. Температура пола 15 градусов. Температура воздуха 10 градусов. За это время открывали ворота и двери. То есть обычный рабочий процесс. А так из практики случалось нагревать пол до 22 градусов и воздух был 17. Но это было осенью. А зимой обычно печкой подогреваю. Температура за бортом минус 13. Суточное потребление энергии 5,6 кВт-часа, а утром было 0,8. За 4 часа потратили около 5 кВт. Сам не понял, вроде он должен был выключаться 2,25 кВт на 4 часа, это должно быть 9 кВт. Ну, может он по своим алгоритмам живет, я не знаю. Может он выключался, мне некогда следить было. Но работаю с ним уже 3-ю зиму, и он меня особо не обжирает. Коллега работает в вагончике с керамическими тенами. Расход электричества гораздо больше. О своем выборе я нисколько не пожалел. В описании ролика оставлю ссылки на другие мои гаражные решения и изобретения. Кому было интересно, не пожалейте лайк, а также поделитесь с друзьями этим видео. Всем пока!